Всем привет! Сегодня будет распаковка корпуса для внешнего накопителя, который я приобрел на eBay почти за $7. Но мне этот товар достался бесплатно, так как я его не получил в срок и продавец вернул деньги. Погнали! Футляр для внешнего накопителя Orica 2139U3 поставляется в розничной коробке из цветного картона, на котором указано имя бренда, модель, на обратной стороне контакты изготовителя и спецификация на китайском и английском языках. Внутри коробки находится комплект. Комплектуется кабелем для обмена данных с коннекторами USB-A, USB-B версии 3.0, длиной в районе полуметра. Инструкции на английском и китайском языках. Визиткой бренда. И сам корпус запечатанный в пленку. Это популярный дешевый вариант корпуса для внешнего накопителя, будь то жесткий диск или SSD. Он защищает только от пыли и брызг. Футляр изготовлен из прозрачного акрила, на котором нанесено имя бренда. Внутри установлена плата контроллера с интерфейсами внутри SATA 3, снаружи USB 3.0 тип B. Данный интерфейс поддерживает также стандартный коннектор microUSB 2.0, но скорость, конечно же, обмена по такому кабелю ниже. Существует вариант подобного бокса с выходным интерфейсом USB-C, но значительно дороже. Кроме QR-кода, информацию с которого мне не удалось считать, на плате контроллера нет логотипа бренда, номера ревизии, даты изготовления. Изготовитель в таком случае может быть любой. Футляр вскрывается путем сдвига половин относительно друг друга по направляющим. Такой же футляр я заказывал ранее в магазине GearBest. У него скромная розничная упаковка. Установленная в нем плата контроллера имеет ревизию R1.0 и была изготовлена 13 июля 2016 года. Плата также имеет маркировку бренда. Итак, передо мной два корпуса одного бренда, одной модели 2139U3, одной цены, но имеющие внешние отличия в монтаже плат контроллера, точнее размещение элементов. Поэтому предлагаю сравнить их по скорости обмена данными. Для проверки я буду устанавливать в оба футляра имеющиеся у меня три жестких диска. Это модели Toshiba MK3252GSX объемом 320 ГБ с интерфейсом SATA 2, Toshiba MQ01 ABD100 объемом 1 ТБ с интерфейсом SATA 2. Эти два накопителя толщиной 9,5 мм. Далее Toshiba MQ04 ABF100 также объемом 1 ТБ, но уже с интерфейсом SATA 3. И SSD накопитель Silicon Power S55 объемом 120 ГБ, также с интерфейсом SATA 3. Последние два накопителя толщиной 7 мм. Тестирование буду проводить с помощью программы Crystal Disk Mark 3.0.2 для 64-битной операционной системы Windows 10 по 3 прохода с записью файлов объемом 1 ГБ на ноутбуке Asus FX705GM EW126 при его питании от сети. Для контроля наличия подключений имеется синий светодиод, а для контроля обмена данными мерцающий красный. В оба корпуса вложил жесткие диски и одновременно подключил к ноутбуку. Футляр с платой ревизии R1.0 операционная система распознает под именем NS1068, а корпус с платой контроллера No Name операционная система определила под именем External USB 3.0. Результаты на экране. Я, конечно же, рассчитывал получить схожие результаты скорости у обоих боксов для одного и того же носителя, так как модели у них одна и та же и никакие суффиксы в названии не значатся. Для HDD накопителей скорости схожие, но почему-то для SSD накопителя скорость обмена данными выше при установке в новый корпус. А вот на этом скрине отражена существенная разница при подключении к портам USB 2.0 и USB 3.0. Данный бренд Orica вышел со своими товарами на белорусский рынок, и такой корпус я мог бы купить в интернет-магазине своего города, но в 2 раза дороже, то есть за $14-15. Напомню, этот футляр мне достался абсолютно бесплатно. Согласно технической спецификации, размещенной на официальном сайте бренда, большинство операционных систем поддерживает данный контроллер, установленный в корпус, при этом емкость накопителя, вложенного в футляр, ограничена 4 терабайтами. Корпус позволяет вместить в себя накопитель толщиной до 9,5 мм, который целиком занимает в нем все пространство, но накопитель толщиной 7 мм держится все равно в нем плотно благодаря прочному контакту с интерфейсом SATA 3. Ссылка на футляр в описании. Я вас благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал и до скорой встречи здесь же. Пока, увидимся.